Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами я, Вивьена, на канале Вивьена Эзотерика и Жизнь. Здесь мы смотрим о них, о любимых, и вообще смотрим о том, что как бы влияет на нас от наших партнеров. Все философски. А также я вас жду в нашей группе Telegram. Мы там делаем разные практики, я вам даю эти практики, которые могут помогать в вашей жизни и помогают. То, чего вы здесь на каналах не найдете. А Вивиены есть и в YouTube, и в Дзене, и в ТикТок. Пожалуйста, заходите и смотрите. А также ВКонтакте. Все мои данные, если вы хотите лично обратиться, также приглашаю. Сейчас есть скидка на рождественские гадания. Пишите в WhatsApp «Хочу записаться» и оплатить по акции на рождественские гадания. Они будут идти с 25 по 30 и с 7 по 14. Пожалуйста, приглашаю. А сегодня у нас такой расклад, и будем смотреть мы на кофе, и на знаках, и по моему ясновидению, потому что Вивьена ясновидящая, а также смотрит через поток ясновидения и регрессию. Я вам об этом говорила, и многие, кто у меня были ранее на сеансах, потом пишут, что все получилось, как вы говорили. Иногда не так, но оно все равно к финишу пришло вот так. И девочка мне очень, не знаю, смотрит, она сейчас у нее работа, она очень переживала. Сама она из Молдовы, замечательная красавица. Сейчас она работает на Востоке. Не буду говорить, какая страна, хорошая страна, тяжелая страна, но хорошая страна. И она потеряла работу, потому что за кем она ухаживала, ушел в мир иной человек. И она меня спрашивала с работы, и я ей сказала, что да, найдешь прямо вот в ближайшее время самое большое, там вот такой-то срок. И сказала, что надо пойти в монастырь или еще куда-то. Она поехала к самому великому месту и положила там записки. И про меня тоже. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое, Ангелина. Ангелика, спасибо большое. И мир твоей стране, где твои родственники и где все живут. Мир твоей стране. Пожалуйста, все мои контакты в описании, а также в закрепленном комментарии. Пожалуйста, +995 593 36 95 44. Писать Viber, WhatsApp, Telegram. Писать буквами, пожалуйста. Ну а сегодня мы смотрим такое. Кому нельзя доверять в вашем окружении? Я специально выпила чашку, на нее специально наговорила. Кому нельзя, кто будет смотреть, доверять в вашем окружении. И потом посмотрим еще и на картах. Как я говорю, это знаки. И руны, знаки. На другом канале тоже выйдет видео. Очень интересное, потому что мы завершаем как бы один цикл и входим в другой цикл. И там будет такой расклад, где надо поставить точку и где нужно поставить точку отсчета. Ну, примерно такое. А теперь будем смотреть. Я сейчас приближу. Так, вот так вот. Так, чашечка не очень. На вас с глаз. С глаз 100%. И идет, смотрите, со стороны, где ваша семья, то есть где ваши кровные. У вас есть тетя Мотя, бычий хвост. Кошка. Вот эта вот кошка, когда мы смотрим, она кошка как чертенок. Кошка, которая не помогает вам, а хитрит и отнимает. Это по вашей стороне, где ваши близкие. И самое интересное, у кого-то это может быть невестка, потому что здесь вот такой вот необыкновенный, как дракончик, или как с одним рогом, такой вот коняшка с одним рогом, как это забыла, как называется, дети сейчас играют. Потому что она стоит над ним. Но это идет по родственникам. И вверху, вот смотрите, то есть она вам, понимаете, она отнимает у вас силу
и кому нельзя доверять в окружении, да. Она даже забирает у вас силу, ну, то, что, чтобы у вас были отношения с мужчинами какие-то, чтобы они были гармоничные. Это не только относится к семейным отношениям, это и в семье, может, и на работе, и везде. Вы как скрючиваетесь, она вас скрючивает. Опасайтесь вот эту. Это женщина 100%, мы еще посмотрим. Которой, может быть, вы даже считаете, что да нет, она неплохая, она такая вот прям. Иногда она может говорить всякие хорошие вещи. Все врет, врет, врет. Аккуратней. Чашка, почему говорю, не очень хорошая, потому что, видите, прям внизу чашки получилось очень темно. Мы сейчас еще пальцем сделаем. И вот здесь четко идет с глаз. Поэтому здесь нужно обязательно провести какие-то ритуалы на убыльной луне. Кто смотрит сейчас, то убыльная луна до 22-го. Нужно обязательно провести какие-то хотя бы такие самостоятельно. Если не можете обратиться к мастеру, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Конечно, я говорю, что чистки – это не совсем дешево. Это не булочка за 4 копейки в магазине. И смотрите, что идет со стороны, кого надо опасаться. Опасаться надо еще мужчину, но он уже умер. Видите? Этот мужчина уже умер. Кто он там, родственник или еще кто-то, каждый свое будет смотреть. Вот он, прям шкелет, шкелета. И его надо опасаться. Он даже оттуда... Вот понимаете, какая-то злость была сделана через этого мужчину. Может быть, и даже магическое какое-то было. Но если даже ведьма умирает, то ее мастерство нужно снимать. Оно не пройдет с ее смертью. Это надо понимать. И вам надо опасаться. Но у вас стоит рядом еще женщина. Это со стороны не родственников уже. Я вам могу сказать. Вам надо опасаться людей, которые собираются в какие-то сборища и заставляют думать о чем-то общем. Это прям змеиное какое-то царство. Я образно говорю, чтобы вы понимали. Люди, которые собираются, которые одинаково мыслят и которые заставляют мыслить по-змеиному всех людей. Переворачивают. Вот здесь подкова, но ее перевернули. Но у вас есть женщина на стороне. Мы смотрим, кому нельзя доверять. И вот эта женщина в белом, она тоже умерла. А вот она вас почему-то как-то закрывает своими ангельскими, можно, крыльями. У кого-то это будет ангел-хранитель. Вот от этого ужасного человека. Потому что этот человек оттуда приносит вам горе. Там лежит, костями гремит и оттуда приносит горе. Но идет такое, что здесь идет руна Перт, наверное, будет. Это все равно будет победа, понимаете? Живые с живыми, а мертвые с мертвыми. Запомните, это очень хорошо. Нужно всегда отпускать тех людей, которые ушли в мир иной. У них там свое. Но вот это надо опасаться. Здесь нужно обязательно провести ритуал. И тут нужно пойти, если вы знаете этого человека, пойти на кладбище, сделать сначала прикуп для хозяина кладбища. Войдете, обязательно водка, конфеты, мясо сырое, деньги, монеты. И кладете сразу на перекрестке и просите хозяина помочь. Находите могилу, если знаете, что это за человек, то находите его могилу. И там оставляете всякие тоже вкусняхи. И вбиваете туда, в могилу, осиновый кол. И просто говорите: иди, у тебя свое, ты с мертвыми, у нас свое. Если не знаете могила где, то находите могилу с именем этого человека. Ну, а если так не знать, то нужно чистить тогда мастер. Я вам просто сказала, как можно сделать. А вот женщина, которая вас защищает, она тоже в мире ином уже. Она олицетворение какой-то белой силы. И вам еще раз говорят: опасайтесь затуманивания мозгов какими-то массами людей, которые заставляют думать так, как считают, что нужно думать. Не смотрите никакие утюги. Мы смотрим, что вам надо опасаться. Еще вам надо опасаться
Опасаться нужно аккуратней, как говорю, перелеты, самолеты и лодочки. То есть вот это надо опасаться. В ближайшее время у вас будет какой-то подарок, вот это, знаете, как будто это женщина скажет. Кто-то придет, или цветы принесет, или еще что-то. Что-то очень приятное. Не бойтесь, принимайте. Любые подарки принимайте и улыбайтесь. И за подарки в кармашек или просто так оплачивайте. Давайте денежку. Так, это я вам так сказала. Сейчас мы вот тут посмотрим. Сейчас я пальцем. Так вот. Ой. Так, и сейчас мы посмотрим, что прям на сердце, кого надо опасаться. Что у нас тут на сердце, кого надо опасаться. Так. И вот теперь мы побольше посмотрим. Так, и здесь четко, посмотрите, прям мужчина. Может быть, конечно, женщина, но у меня прям первый был мужчина, а вот так вот уже сейчас как будто женщина с пучком. Эту женщину вы знаете, она не молодая, она любит как-то накручивать волосы, ну, в общем, какие-то пучки, что ли, делать. Но у меня сначала первое мелькнуло мужчина, а теперь нет, это все-таки женщина. Ну, хотя, вы знаете, вот... А, женщина, которая в голове, вот он, мужчина. Знаете, она не дает вам, эта женщина... То ли встречаться с тем человеком, которого вы хотите, то ли делает какие-то рассорки, то ли просто вот словами, знаете. Потому что в голове у нее есть какой-то мужчина, может быть, это ее сын, может, еще кто-то. И вот ее нужно опасаться. Она даже может и в открытую злобно как-то себя проявлять. Никогда не мстите тем людям, которые к вам злобно относятся, а просто проявляйте нейтралитет. Пфи, отпустили, пфи. И мысленно дарите им подарочки, подарочки, чтобы они улыбались. Вот эту женщину надо опасаться. Ну, давайте теперь посмотрим. Я вся испачкалась в кофе. Все нормально. И мы сейчас посмотрим уже конкретно еще, кому нельзя вам доверять в окружении, кого надо опасаться. Вот так вот мы сейчас сделаем побольше места. Так, кому нельзя доверять? Знаете, тут вышло, что доверять не надо самому себе. Почему я вам говорю такое? Потому что вот на чашке вышло: опасайтесь, что вам вдалбливают какие-то догмы, какие-то лозунги, которые вам не нужны. То есть они лживые. И вот тут идет: опасайтесь и саму себя. Тут не вышла женщина, то есть это вышли вы. Опасайтесь самую себя, потому что мы очень часто можем сами себе и навредить. Вот как я вчера я в Телеграме рассказывала. Я так себя докрутила, что даже ночью уже я планы там какие-то строила. Ой. Я понимаю, что есть какое-то воздействие, кроме того, что произошло. Ну, надо убрать. Пишите в комментариях, чтобы убрать страхи, любые страхи. Мой паспорт, моя визитная карточка мастера, мастер с большой буквы, это вы. Все мои осознанные, неосознанные страхи. Мой паспорт, моя визитная карточка мастера, все мои осознанные и неосознанные страхи. Я утром, когда открыла глаза, я так не хотела просыпаться. Думаю, опять в этот мир, опять борьба, мучение. Не хочу. Я прям сразу стала повторять эти слова. Кого, вот знаете, все-таки идет, что вам нужно опасаться в окружении, которое вам близкое. Опасаться и не доверять людям, которые в окружении вашей семьи, да. Семья, род, ну кто у вас там? Кто-то скажет: у меня нет никого. Ну, это бывает редко, если нет никого, то люди обычно это и те, которые были в детских домах, и их дом – это детский дом. И те люди, которые были там, это вот те люди, которые их. Что вам надо опасаться или кому нельзя доверять? Вот именно идет, что недоверие
кому-то из близких, потому что там, ну, то налево пойду, то направо пойду, то в среду так скажу, а в четверг перескажу. Ну, то есть двуликие Янусы. Так, вот. Нельзя доверять, особенно будьте осторожны в том, что в окружении, особенно осторожны ночью. Здесь я вижу, что кто-то может заниматься фу-фу-фу, му-фу-фу, и это им нравится. Кто-то просто злобен. Кому нельзя еще доверять? Но вот еще, кроме того, что близкие, еще нельзя доверять, да, какой-то женщине, которая просто настоящая гадюка. Почему ей нельзя доверять? Ой-ой-ой-ой-ой. Потому что, понимаете, у нее вышла карта ребенок. У этой женщины, понимаете, это как бессознательное. Она мстит или чего-то делает плохое для других. Ну вот она по-другому не может. Ну вот только так. Да. И она считает, что она права, что делает она все это правильно. Ну, каждому свое, пусть она считает, что правильно, а вы всегда за себя. Бороться нужно только за себя, жить надо только для себя, просыпаясь, радоваться, что бы ни произошло. И приходите на Телеграм, я говорю различные вам методики и практики, которые очень помогают в вашей жизни. Это действительно так. Только те, кто со мной остается, они со светлыми силами. А те, кто темные, они уходят. А те, которые еще не установились, они тоже со мной остаются чаще всего. А кто потом передумывает, я всегда блокирую, я предупреждаю. Ну, давайте смотреть, кому нельзя доверять в вашем окружении. Вышел какой-то мужчина, не старый. Еще какой-то мужчина вышел. Не старый мужчина. Что за мужчина? Мужчина, который далеко. Возможно, этот мужчина далеко или из интернета. Да, он ведет себя, понимаете, у него не хватает мозгов, что ли, разума. Ну, вот, в том смысле, что это дурачок. Нет, не дурачок. Ну, просто, может быть, есть люди, которые, хоть им 100 лет, а они все так и остались на уровне 5-летних. Почему этому мужчине нельзя доверять? Мужчина, возможно, из интернета, из каких-то переписок, может быть, и так знакомы, но больше тут идет как бы вот из эфира. Почему нельзя доверять? А потому что этот мужчина весь закрытый. Весь иголками переколотый, как я говорю, весь закрытый. Почему он закрытый? Он очень боязливый. Потому что он ловец женских душ и тела заодно, и силы. Вот почему. Нельзя доверять. Кто узнает в этом описании человека, говорите. Так, и смотрите. Выходит жрица. Сила и жрица. Это говорит о том, что, конечно, нельзя доверять этому человеку, что он говорит, но у вас есть такая сила, которая просто может все перевернуть. У вас, у многих, кто будет смотреть в ближайшее время, может быть, в конце уже этого года, может быть, в следующем году, я скоро дам вам программу, то есть то, что ясновидением, что может произойти в следующем году, у вас откроется ваша древняя, называется так, мусорная ДНК. Вы вдруг у вас начнете мысли скажете, или просто подумали, оп, сбылось, а сейчас все мысли сбываются. Так, да, и вам нужно опасаться вот всяких ловцов вот этих душ, королей чаш, не поддаваться тому, так, как начнут всякие там радости вам говорить, всякие комплиментики. Это для того, чтобы забрать вашу энергию. Вот этим людям доверять нельзя. А давайте посмотрим. Вот доверять нельзя, мы уже посмотрели. А кому? Я это уберу. А кому доверять можно? Вот мы сказали, там женщина, которая ушла. Ну, да, вот там могила. Она прям вас так охраняет, прям как ангел. А кому можно доверять?
А смотрите, кому можно доверять. Доверять можно какой-то женщине, которая занимает какое-то положение или... Ну, карту как? Как-то... Или, наверное, сожглась. Видите, как карта, наверное, сожглась. Я даже не видела когда-то. Которая занимает какое-то положение, которая знает, как, куда идти, как идти вперед. Может быть, это ваши родственницы. Вы просто смотрите, кому можно доверять. Смотрите, а доверять... Вот я сказала, что там в семье, но там в семье вот кто-то такой, вот, ну, я говорю, где-то, может, невестка, где-то еще... А тут идет такое, что доверять можно в семье, и если туда, в семье, прям отец, мать, дочки, или вообще семье, я, он, она, вместе дружная семья. Здесь кому можно доверять? Доверять истинной семье, роду своему. Вот здесь, вот все. Вот эта женщина чужая, а доверять можно роду своему. Делайте ритуалы, делайте практики, обращайтесь к роду, особенно на Новый год, обращайтесь к роду. Ставьте тарелку и явство на праздничный стол, именно для того, говорит, это для всего моего рода. Все ставите и наливайте там, я рекомендую в этом году не покупать спиртное, не покупать. Год тогда будет следующий замечательный. Все ставите, накладываете и говорите, это для моих родственников, для моего рода. И представляете, как будто они все подходят, и каждый из этой тарелки берет. Это очень хороший ритуал. Кому можно доверять? Здесь можно доверять именно тому человеку. Вот здесь идет женщина, да, вот этой женщине. И эта женщина, она или начальник, или ну, какой-то пост занимает, или она действительно глава какая-то, голова. Кому можно доверять? И доверять можно тем, кто очень быстро принимает решение в течение 3 секунд или 15 секунд, который может рискнуть, и это четко эмоция радости. Рискнуть для того, чтобы достичь цели. Вот таким людям можно доверять, и у вас в окружении есть такой человек, молодой человек. Может быть, это ваш сын, внук, еще кто-то. Кому можно доверять? И, конечно, доверять можно Творцу. И просить у звезд и у Творца, у галактики, у Вселенной. Вот такой расклад. Пишите еще раз в комментариях, потому что это очень хорошо помогает от страхов, а сейчас нас все накладывают страхи. Произносите, пишите в комментариях. Это помогает убрать страхи из вашей жизни. Мой паспорт, моя визитная карточка мастера. Все мои осознанные и неосознанные страхи. И если вы пишете это в комментариях, вот это только в одном комментарии, а все остальное принимаем должно быть уже в другом. Запомните, нельзя яичницу смешать с медом или с горчишницей. Вот это пишите отдельно. Другой комментарий, хотите что-то еще от души, пишите отдельным комментарием. Пока-пока и смотрите следующее видео на Первом канале Ведунья Вивиена. Пока-пока, жду вас в Телеграм.